Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, ретроградная Венера. Периоды с 23 июля по 9 октября. Судьбоносные перемены в моей жизни. Что сам по себе значит каждый период, мы рассмотрим, начиная от ретроградности и до окончания, когда Венера будет еще находиться в знаке зодиака Лев. Разные соединения, и они все оказывают на нашу жизнь влияние. Так вот, каждые 18 месяцев Венера уходит в ретро-движение, в обратное. Само по себе явление достаточно редкое, хотя редким фактом считается то, что конфигурация ее на небосклоне. Ведь она уходит в это ретроградное движение, когда она вечерняя звезда. Словно отступает Венера полшага назад, а потом появится, явит себя миру уже как звезда, утреннее, вот такое возрождение, перерождение. Но вот где-то приблизительно очень символичен этот период и для нас. И мы тоже многое пересмотрим за это время, словно стоя на развилке судьбы. Оглянемся назад, отступим полшага, чтобы после сделать прыжок вперед. Давайте узнаем, что же это за периоды такие. И я должна сразу сказать, что нет четких граней по датам. Я озвучу даты, но вы примите во внимание, что у нас сейчас Сатурн находится в Рыбах, и это все равно размытость границ тех же самых временных. И я буду называть даты, но для кого-то это проигрывается плюс-минус несколько дней. Итак, первый период, он у нас называется йод Венеры, и он продлится с 23 июля по 1 августа, хотя кто-то из вас прочувствует уже за неделю до него. И что такое йод? Йод – это буква еврейского алфавита, которая несет не только буквенное значение, но и цифровое. В данном случае число 10. Так вот, число 10 мы из колоды карт Таро знаем, любая 10 – это есть какой-то итог, который мы подводим. Вот так и здесь. Этот йод Венеры обозначает еще палец Бога. В данном случае это палец вниз. Можете считать это как дизлайк, но вообще смысловое значение – это кризис. Это какая-то точка невозврата или какое-то событие в нашей жизни. Может быть, это какая-то новость в нашей жизни, которую мы должны принять как данность, как реальность, увидеть, что есть по факту, не одевая ни розовых очков, но и в то же время не впадая в глубокую философию. Наверное, исходя из того, насколько мы реалистично сможем оценить какую-то обстановку и принять, может быть, если мы говорим кризис, какое-то как болезненное ощущение или болезненное восприятие какому-то конкретному человеку, например, ведь это отношение может касаться, или по какому-то вопросу, который связан с событиями извне, такое тоже может быть. Тут, в принципе, могла быть у каждого какая-то своя тема, которая сложно к восприятию именно. Нам сложно что-то с чем-то смириться. И если вы прокрутите, словно киноролик своей судьбы немножко назад, что было 1,5 года тому назад, о чем вы думали, что для вас было наиболее актуально. И вот от принятых решений тогда вы можете проследить эти 1,5 года, может быть, как раз где-то вокруг развивались и события в вашей жизни. Или это было все равно каким-то кульминационным пунктом. А для кого-то из вас это могло проиграться так, что болезненное какое-то восприятие, от чего-то мы с чем-то не могли спроститься или само по себе принять вот как данность то, что произошло, было тоже тяжело. Словно нас прошлое удерживало, не мы его, а могло создаваться такое впечатление, что есть какой-то пункт болезненный для моей души, который я бы уже и отпустил, но меня как будто что-то держит. И тогда это могло проиграться, что мы прожили где-то в этих энергиях все 1,5 года. Вот так тоже могло для кого-то быть. Но здесь, если мы говорим первый период йод Венеры, и это идет с Плутоном, именно соединение, и Нептуном, то есть есть какая-то неопределенность. Вроде бы есть и трансформация по Плутону, правда? То есть мы чего-то не можем изменить. Где-то
рассудком мы понимаем, что да, это не в нашей власти, но нет какой-то конкретики. И для кого-то именно болезненное состояние может вывести на первый план. Поэтому мы должны пройти как-то этот первый период. Он для нас будет как будто основной. И второй период у нас начинается квадрат Венеры и Урана. Он у нас продлится с 27 июля ориентировочно до 19 августа, чуть подольше. И если мы говорим Уран, чаще наши ассоциации как с планетой-разрушителем. На самом деле это не так. И у кого сильный Уран в натальной карте, я думаю, те со мной согласятся, что Уран как раз это волшебный где-то ускоритель, который дополняет нас или где-то придает нам какого-то импульса дополнительного, чтобы мы приняли какой-то факт. И в данном случае по Урану будут во второй период проигрываться какие-то внезапные новости или информация, или смена обстоятельств, которые вас окружают, или какая-то тайна может стать явью, и эта тайна может касаться как кого-то, так и вас, мои дорогие, поэтому будьте внимательны. А третий период – это трин Венеры к Хирону. Вот этот период уже более мягкий, он спокойный. Хирон – это у нас израненный целитель, вот такой прообраз мифологический. Хирон был кентавром, благородным, мудрым и очень сильным. Трин Венеры к Хирону проиграется с 6 августа до 25 августа ориентировочно и обещает нам исцеление глубин сознания. Это прекрасное время и замечательный потенциал для того, чтобы в самом себе залечить какую-то душевную боль, может быть, сердечную боль, принять то, что мы не в силах изменить. 13 августа, и это само по себе превращение Венеры, и уже она нам явит себя в виде звезды утренней. Но это еще и как выравнивание с Солнцем, возрождение и превращение. И где-то в районе этой даты мы почувствуем, что да, словно энергии начинают меняться. Хотя нет еще окончания ретро-Венеры, еще ретро-движение как раз продолжится. И более того, с 23 ориентировочно августа, то есть где-то могут наслаиваться даты, с 23 августа по 3 сентября, то есть до окончания ретроградного движения, у нас в этом ретро-движении будет не только Венера, мои дорогие козероги. Здесь будет сразу 5 планет. И ваш Сатурн, и Нептун, и Плутон, и еще туда же Меркурий. Ну, видимо, чтобы нам всем мало не показалось. Поэтому вот такая мощь ретро-движения может вызывать у нас чувство слабости, вялости, где-то апатии. Но, знаете, я бы сказала, такой лечебной слабости. Почему? Пройдя вот эти все предыдущие периоды, мы ведь должны выйти как будто обновленными. И вот сначала, если мы говорим йод Венеры, период кризиса, второй период, это у нас сочетание с Ураном, когда еще как будто нам догоняют, и какие-то новости еще нам на голову могут свалиться. И мы совершенно обескураженными можем быть. И тут является Хирон, израненный целитель, и где-то помогает нам принять какую-то реальность такой, как она есть. И с этого момента мы уже начинаем двигаться к возрождению, вот к тому или к той утренней звезде 13 августа, которая нам явит Венера. И последующие периоды, если даже они в таком глобальном ретро-движении планеты находятся, самые главные игроки, по сути, небесного канцелярии, но нас это уже не цепляет. Вот это состояние где-то здорового равнодушия, которое у нас может быть, оно нас делает, по сути, неуязвимым. Потому что нас очень тяжело вывести на какую-то будет и эмоцию. Может быть, для кого-то это будет ощущение, что мне даже лень реагировать. Я даже вот не хочу об этом слышать. Мне настолько все равно, вот даже такое состояние, но оно будет способствовать, чтобы вы более беспристрастным взглядом, логикой, рационализмом увидели, что есть по факту. Здесь возможны в этот период, который до 3 сентября, я повторюсь, длится, знаете, как возвращение, безусловно, людей из прошлого или каких-то ситуаций, но это больше наш такой отстраненный взгляд, хотя сами по себе разговоры, переговоры, обсуждение каких-то тем, они могут словно со скрипом проходить. Сложно найти это самое взаимопонимание, но тем не менее,
оно нас уже, так не цепляет. Оно для нас кардинально чего-то не изменит. И это тоже где-то поворотный момент, потому что в последующем, уже когда Венера выходит из ретро-движения, или где-то ближе к той дате, ориентировочно это с 25 августа происходит и продлится до 30 сентября, квадрат Венеры и Юпитера. И это мы знаем, это у нас что? Деньги в первую очередь. Как раз Юпитер, который в Тельце, нас будут возвращать где-то конкретно материальным вопросам. И вот эти два последующих периода, это у нас как раз, что у нас есть сейчас по факту, и как мы будем планировать свою жизнь дальше. Так вот, квадрат Венеры и Юпитера, вопросы финансов и вполне конкретные. Где мои деньги? Куда я потратил свои деньги? Зачем я купила эту вещь? То есть настолько конкретно мы все становимся, потому что нам эти самые финансы, если мы говорим деньги, один из способов взаимодействия с миром. И каждый из нас пришел на эту землю для того, чтобы какую-то свою миссию выполнить. Так вот, словно выделить вот эти финансы, чтобы они не были потрачены зря, а были пущены на наши собственные инвестиции, на самого себя. Я не имею в виду покупки для самого себя или какой-то внешний лоск. Нет, имеется в виду саморазвитие и для того, чтобы мы были счастливы. Вот для этого нам будут нужны финансы, и поэтому идет такой пересмотр. И последний период, который у нас как раз в момент выхода Венеры из ретро-движения, 3 сентября, и она встречается с Юноной. А Юнона у нас богиня астероидов. И энергии Юноны и Венеры, они словно одинаковые, в унисон. И это замечательный период. Вопросы любви, вопросы брака. Кто мне вообще по типу людей больше импонирует? Кто нам созвучный? Кто меня лучше понимает? И если мы говорим про токсичных людей, вот тут как раз про таких персонажей, которые нам не добавляют ни вдохновения, ни, знаете, когда это у нас как будто внутренняя борьба, нас пытаются вечно чем-то либо принизить, либо наши какие-то успехи нивелировать, что это все или ерунда, или все это плохо. Одним словом, не способствует нашему росту, вот вы, скорее всего, захотите поменять. То есть смена окружения. У кого-то может совпасть, условно, со сменой статуса, или вы можете задуматься в этот период поменять статус, построить свою карьеру или заняться бизнесом. Много вопросов может переплестись. Давайте мы узнаем, что думают карты Таро. И не всегда на Таро совпадают прогнозы с прогнозами астрологическими. У кого-то вообще ничего не может совпадать, правда? Мы все-таки все разные. Особенно, наверное, для тех людей, которые на стыке соединения двух знаков в начале и в конце родились. Хотя не обязательно. Но я надеюсь, так или иначе вы сумеете соединить астропрогноз и карты Таро. И самое главное, подсказки собственной интуиции. И какой-то инсайт вы все равно получите. Оценка ситуации вот на все эти периоды. Что для нас это значит. И мы достанем две карты, и пусть это будет являться либо каких-то два события, либо сферы жизни. И немножко раскроем, что для нас это будет означать на потом, на перспективу. Если мы решаем какие-то задачи. Каковы неожиданные события в этот период? И что нам будет помогать? Оценка ситуации. Мои дорогие козероги, вы будете точно. Какой-то выбор нам как будто предстоит сделать. У кого-то выбор в отношениях между партнерами, у кого-то по работе. У кого-то выбор может быть и связан с переездом. У кого-то выбор между, допустим, работой как служба или своим бизнесом. Одним словом, тут у каждого по-своему, ведь это старший аркан. А на кого-то из вас будут влиять события извне, подталкивая вас к какому-то решению. Но, безусловно, аркан влюбленный. Очень добрая карта, диалоговая карта. И для кого-то, вы знаете, вы сможете или можете, например, если был прежде план переехать куда-то, здесь вы можете тоже что-то изменить, отправиться совершенно в другую сторону. Или какие-то вопросы могут либо ускориться, либо новые грани, как сотрудничество, так новые грани
как вариантов дальнейшего развития событий, но есть что-то, как будто на повестке дня, когда есть выбор. А когда у нас есть выбор, это всегда хорошо, прямо скажем. Но и по личной жизни для кого-то тоже проиграется. По сути, развилка судьбы. Ну уж точно, вот от такой 8 мечей она нам как и не поможет, и мы должны уйти. Вы можете чувствовать, и, наверное, основная задача, знаете, не чувствовать себя словно в изоляции. Или вот уйти от какой-то изоляции. Для кого-то может проиграться, ну, как и вопросы по здоровью. Надо будет разбираться, может быть, что-то, проходить обследование. И, кстати, ничего серьезного, скорее всего, у вас не найдут. Но для этого, потому что сама по себе карта не предусматривает чего-то, ну, такого, то, что есть в реальности, понимаете? Тут мы как будто можем себе нарисовать страхов и, окунувшись, застрять где-то там на глубине. А карта-то нас к чему привызывает? Не мешай себе. Но иногда эта карта именно означает ограничения, которые мы сами себе установили. Поэтому вот у кого уж чего может касаться. У кого-то ведь и по отношениям, у кого-то это может проиграться буквально. Я чувствую себя, что я словно скована, и я сейчас не могу ничего сделать. А значит, возможности у вас как раз-таки есть. Значит, нужно как-то увидеть с другого, скорее всего, ракурса. Давайте мы откроем, каковы же перспективы, если мы выйдем из каких-то ограничений, мнимых, кстати. А у нас будет, правда, пространство, наверное, вот как этот Уран, пригонять нам какие-то новости или события извне, когда нас подталкивают принять какое-то решение или увидеть, что есть сейчас по факту. Мы чего-то не сможем отложить на потом. Вообще, знаете, может быть, я бы, может быть, сидел и думал или еще бы какое-то время пребывал вот в таких размышлениях, но вокруг вас могут сложиться такие обстоятельства, что вам придется быстро действовать. Или куда-то поехать отправиться, или к какому-то важному решению подтолкнет сама обстановка. И это мы не сможем отменить. Для кого-то проиграется, что я не останусь вот в этом месте, где вы сейчас находитесь, на длительный срок. Правда, у кого-то проигрывается переезд в неожиданных событиях. А какая-то реальность есть. Она словно, ну, может быть, как не случайная случайность. Или вот мы когда говорим, тайное становится явным, запросто может такое быть. Но с другой стороны, мы можем сами искать какую-то истину, и мы ее найдем. И это тоже может быть отправная точка или побудительный мотив к тому, чтобы мы примем какое-то очень важное решение или сделаем этот выбор. По пажу мечей это могут проиграться как неожиданные события. Может быть, ребенок ваш куда-то поступил. Или, ну, вот есть такое событие, связанное с детьми. Но чаще это проходит информация, которая либо к нам приходит, либо мы сами ее находим. Причем это то, что есть. По факту это то, чему мы можем доверять, как реальность. Что нам помогает? По карте звезда это одна из карт, их всего две, Солнце и звезда, выбора правильного направления в колоде Таро. И если Солнце у нас про несколько месяцев направления, а это на десятилетие, значит, вы сейчас себе программу, оно-то так где-то и есть, поскольку окончательно Плутон перейдет в Водолей в 2024 году, избавит вас от своего присутствия, мои дорогие козероги. Ну, уже, но этот год он еще такой идет, туда-сюда транзит. Но вы определенно почувствуете, знаете, как крылья за спиной выросли, поэтому вам будет, как и новые возможности, вы будете видеть их, как будто они, может быть, были и прежде, но какие-то обязательства могли давить или какая-то сложная обстановка, а здесь вы себя почувствуете, ну, где-то больше на коне. Самое время ставить перед собой цели, намерения, может быть, какой-то даже тезис-план составлять, хотя предполагать, что мы его будем корректировать, безусловно, в течение такого длительного времени. И нам карта говорит, сияйте, как звезда. Ведь это позиция, что нам помогает, может быть, пересмотреть свой имидж, определиться, что для меня важно в этой жизни или чем бы я хотел заниматься. Может быть, какое-то, знаете, как свое призвание или продумать, прочувствовать, может быть, о чем я мечтал с детства, с юности. Вот это все по карте звезда важно. Порой, знаете, бывает так, что в тяжелые минуты, когда нам и не на кого опереться, и даже, может быть, и не на что опереться. Вот так бывает, когда мы теряем все. Я надеюсь, такое не проигрывается у всех. Ну, у кого-то ж ведь это проиграется.
И мы можем опереться только на какую-то, знаете, часть самого себя, которая нам приносит вдохновение. И вот оттолкнувшись от этого, мы можем сделать квантовый скачок вперед. Поверьте, это действительно работает. И для кого-то даже вот такая деталь может проиграться. Потому что звезда – это где-то про вдохновение тоже. И для кого-то это будет кардинально важно, потому что изменит полностью вашу жизнь. Слушайте свою интуицию. И действительно, переезды, мы говорим, тоже по этой карте проигрывается, потому что это расстояние. Для кого-то это будет расстояние как по времени, да, на длительный срок, планы, а для кого-то это далекий переезд. Нет ничего невозможного, мои дорогие козероги. Вторая сфера жизни, ну тут не сфера, тут нам статус, мои дорогие козероги, вы будете менять карты императора. И окружение точно вам захочется пересмотреть в сторону людей, как и статусных, самое главное, более ответственных, потому что по императору всегда ответственность, да, есть власть. Ну так и мера ответственности, она как будто к власти автоматически прилагается. На кого я могу рассчитывать, кому я могу доверять. И вообще люди, которые меня окружают, они должны быть как будто, может быть, занимать более высокий пост. Или мне бы так всегда хотелось, чтобы среди моих знакомых и друзей, именно друзей ближе, было больше таких людей. И значит, где-то в этом направлении вы можете работать. Для кого-то из вас это получение новой должности. Для кого-то из вас изменение в личной жизни. Рядом аркан влюбленные. Когда вы, может быть, женитесь или выйдете замуж. Ну а для кого-то как раз восьмерка мечей. Это если прежние отношения у вас уже фактически союз, ну, он не существует, то вы придете к выводу, что де юре уже надо тоже оформить, что союз распался, и выйти из этих ограничений. У кого-то так запросто проиграется. Смена статуса может быть и по деньгам, мои дорогие. Если мы тут какое-то творчество, даже начав, мы его можем развить до высокого уровня, и оно нам будет приносить доход. Или поменяв, может быть, должность, здесь тоже есть определенный, император нищий не бывает. Поэтому есть подсмысл и материальный, когда мы меняем, может быть, наш статус, включая финансы. Да, море возможностей, и это прекрасный задел на будущее. Самое главное, наверное, определиться, чего же для меня будет важно, или что я хочу достичь. Давайте посмотрим, какие перспективы. Но тут самое главное выйти из какого-то подвешенного состояния или вот из этого стопора и принять то, что, ну, наверное, по императору он надеется сам на себя. Он не готов рисковать самим собой. И для вас не попасть в какую-то зависимость или, ну, к примеру, чтобы не было какой-то мутной сделки. И, кстати, по императору мы не должны нарушать закон. Или мы не должны, кстати, прыгать через голову, как будто, да, ступенчатая какая-то иерархия император признает, потому что он и есть иерархия. Мы не должны согласиться на какой-то сиюминутный успех. Мы больше должны отстраивать успех такой, который на годы надежный. Потому что по карте повешенного, с учетом карты императора, есть риск, что мы согласимся на то, что не прослужит долго, а более того, нам потом обернется чем-то, знаете, со знаком как минус, причем может минус быть достаточно глубокий, а расхлебывать нам придется в одиночку, а мы будем как будто в каком-то и еще более зависимом состоянии или в роли жертвы. Есть такой момент. Но вот как раз выйти-то вот из этого, не углубиться еще больше. Вот мы ведь начали с ограничений. Для нас будет очень важно. Иначе мы себя можем отбросить еще на 1,5 года назад. Вот где-то примите к сведению эту информацию. А если как раз мы какой-то гордиев узел разрубаем, словно развязываем, или принимаем Соломоново решение, тоже ведь выбор у нас стоит. Все-таки выбор у вас будет проигрываться вот эти месяцы. То тогда нам аркан, мы его переворачиваем как будто на 180 градусов, и персонаж уже танцует. И вот эти цепи, которые вокруг его ног, они как будто его не держат, а удерживают, понимаете? Как будто он благодаря этим цепям сохраняет равновесие. Вот у вас есть возможность кардинально развернуть какую-то ситуацию. И она у вас будет, знаете,
очень остро стоять. Либо я вправо, либо влево. Без права на ошибку. Будьте внимательны. Неожиданные события. Опять выбор, двойка жезлов. Это не есть неожиданность, это опять же вот какая-то двойственность. Если прежде мы пытались усидеть словно на двух стульях или между двух стульев, балансируя вправо-влево, туда-сюда, может быть, требовали какие-то события извне, что такой канатоходец, да, как бы упасть не могу и отказаться от чего-то не могу, и, может быть, где-то и надоела эта ситуация. Вот у нас паш мечей. Мы сами можем даже захотеть какой-то ясности, потому что какая-то история не может продолжаться вот туда-сюда, как будто. И в неожиданностях их, по сути дела, нет. Все будет зависеть от какого-то нашего решения и как мы увидим реальность по факту. Что нам будет помогать? Карта силы. Замечательно. Ваша сила где-то вам и будет помогать. Ваша позиция, если она будет построена с позиции все-таки серого кардинала. Карта сама огненная нам изображена, но энергии как у мага. Так вот, почему она огненная? Обратите внимание, надеюсь, видно. Девушка прекрасная держит на цепи льва. А лев – это у нас аллегория или символ, как наше эго. Поэтому держите на поводке на коротком поводке, мои дорогие козероги, свои эмоции. Мы себе не должны навредить. Здесь больше анализ ситуации и нет какой-то поспешности. Да, нам говорят, что сложатся обстоятельства, когда это извне к нам что-то приходит, и нам придется быстро принимать решения. Но сами импульсу какому-то поддаться через эмоции мы определенно не должны. Должна быть какая-то взвешенность. Мы должны, проще говоря, силу свою расходовать очень грамотно. Нам, видимо, возможность, как пространство, Вселенная будет давать, как и бодрость, да, когда мы можем многое осуществить, так и власть где-то. Мы можем вообще тут в своей жизни много чего добиться за эти месяцы, включая где-то до середины октября, но от наших правильных решений и от того, как мы увидим ситуацию без розовых очков, но и без глубокой философии, когда мы будем какую-то больше независимую свою позицию ценить, понимаете, и не захотим собой рисковать своим добрым именем, и тогда мы можем для себя построить просто шикарные перспективы на десятилетия. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда. Не забываем, все-таки личная жизнь у нас была первой картой.